Доброго времени суток вам, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Dice D13, посвященный настольным играм древности, а также играм современности и их изготовлению. Сегодня мы с вами открываем большую рубрику. Она будет посвящена замене компонентов игр, их изготовлению. В первую очередь, эта рубрика, конечно, посвящена тем, кто только начинает играть в игры, а также увлекается или начал увлекаться изготовлением игр. Всегда возникает вопрос, чем же заменить ту или иную фишку. Сегодня мы как раз и постараемся рассмотреть некоторые моменты. Ну что ж, давайте приступим. В первую очередь рассмотрим очень замечательную абстрактную игру Zerts. Она из проекта GIPF. Очень быстрая, динамичная игра на 2 человек. Компоненты ее состоят из колец, которые образуют поле, и шариков разного цвета. Поэтому, походив по магазинам, я купил вот такие шайбы. Да, они, конечно, металлические, тяжелые. Это усиленные шайбы. Диаметр их составляет 30 миллиметров. Хотелось бы, конечно, более легкий вариант. В свое время я натыкался в автомагазинах на шайбы пластиковые такого же вида, но, к сожалению, сейчас я их почему-то найти не могу. То есть вот вам, пожалуйста. Ну и, соответственно, простые шарики диаметром 16 миллиметров. То есть это шарики так называемые Marbles. Они продаются сейчас на каждом шагу, в фикс-прайсе их очень много. То есть можно подобрать, и, пожалуйста, у вас будет полный комплект этой игры. Дальше всегда возникают моменты, допустим, чем заменить фигурки типа шашек. Опять же, фикс-прайс нам в этом помогает. Ни в коем случае не сочтите это за рекламу. В фикс-прайсе продаются конструкторские блоки. Вот здесь у меня двойной блок. Его длина составляет 31 миллиметр. Ширина, соответственно, составляет около 16 миллиметров. То есть вот из него вы уже можете собрать какую-то фигурку. Вот вам, пожалуйста. Вот другая фигурка, только с единичным блоком. Они легко разбираются, есть разных цветов, стоят недорого. Вот как видите, у меня целый набор единичных фигурок. Для чего они мне понадобились, когда я делал игру Reef, то есть это игра на 2 игроков. Она подразумевает выращивание коралловых рифов по определенным правилам. И каждый коралловый риф, он должен становиться друг на друга, то есть элемент кораллового рифа. Я подумал, посмотрел и решил, что вот этим можно как раз это заменить. Они тоже разных цветов. Диаметр их составляет 15,5. И здесь 15,5, ну, грубо говоря, 16 миллиметров. То есть очень замечательная штука, если нужно какие-то фишки, которые должны штабилироваться. Есть такая замечательная игра, абстрактная. Она сделана под древнюю игру, вернее, выглядит как древняя. Называется Камисадо. Это своего рода шашки, но единственное, что доска и фигуры, они разного цвета. Доску я себе распечатал, а фигуры сделал из обычных шашек. То есть я их склеил и приклеил сюда наклейки. Меня многие спрашивают, почему я сделал вот двойные шашки, а не просто наклеил. Потому что в Камисадо подразумевается более продвинутый уровень игры. Это когда фигурка становится своего рода дамкой. Поэтому, подумав, я решил, что эту часть я буду использовать как простую фигуру, а вот эту часть с Буддой я буду использовать в качестве дамок. То есть таким образом я получил полный комплект игры. Следующий элемент
мимо которого мало кто проходит, конечно, это шахматные фигуры. Вот этот набор, он стоит, ну, порядка, наверное, 100-200 рублей. То есть сама фигурка пешки, она составляет 31 миллиметр. Диаметр основания составляет 16 миллиметров. То есть вполне нормальные фигурки для того, чтобы где-то в какой-то игре ими поиграть. Единственное, что когда вам нужно несколько цветов, здесь, конечно, уже сложнее будет. Но опять же, это небольшая проблема. Вот здесь, как вы видите, у меня находятся 4 фигурки. Они предназначены для игры «Коридор». Это как раз простые шахматные пешки. Вот эти пешки, как вы видите, я просто ободрал лак и перекрасил их. Это морилка и покрытие цапан лаком. Коридор нам с вами предстоит еще сделать. Теперь обратимся к следующим компонентам. Это наперстки. Очень замечательная вещь, учитывая, что они еще и могут штабелироваться. Вот эти наперстки изготовлены для игры по чиси, то есть это древняя индийская игра. Диаметр основания наперстка составляет 18 миллиметров, его высота составляет 16 миллиметров. Это, по-моему, 10-й размер наперстка, они идут по размерам, как я смотрел. Но больше 10-го размера я нигде, в принципе, ничего не видел. Хотя есть якобы 12-й, 16-й, ну и так далее и тому подобное. То есть они должны быть больше. Вот эти наперстки, они покрашены простой алкидной эмалью. И плюс дополнительно покрыты цапан лаком. То есть покрытие из цапан лака раньше использовалось для закрепления каких-то разметок. То есть, допустим, на линейках и так далее и тому подобное. Поэтому это покрытие, оно выдерживает температуру от минус 30 или даже больше, или от минус 40 и аж до 100 градусов. Естественно, никто эти фишки нагревать до такой температуры не собирается. Но это говорит о том, что сам слой покрытия достаточно устойчив к стиранию. Теперь посмотрим другие фишки. Вот то, что вы видите, это называется сиз. Используется в электрике для соединения проводов, так называемых скруток. То есть два провода соединяются, потом на них накручивается колпачок. Внутри, как вы видите, там стоит пружинка, которая плотно соединяет контакт. Они существуют разных цветов, вернее их несколько цветов. И, естественно, все они разные по высоте. То есть вы не найдете, допустим, если вам нужно два цвета, один красный, другой желтый, то вы никогда не найдете сизы одинаковые по высоте. То есть они различаются не только по цвету, но еще и по высоте. Но по большому счету это небольшая проблема, потому что, как вы видите, вот у меня есть два сиза, они разных конфигураций. То есть диаметр, допустим, вот этого сиза составляет 15 миллиметров, высота его составляет 26 миллиметров. Ну и, соответственно, этот такой же. Да, одинаковые. То есть они могут использоваться в качестве фишек, в качестве миплов. Могут использоваться в качестве каких-то счетчиков, если маленькие, допустим. Вот посмотрите, у меня какой маленький сиз. То есть говорят, что есть еще меньше, но я, к сожалению, на таких не наткнулся. Вот его диаметр составляет 8 миллиметров, а высота 12-13 миллиметров. То есть, на мой взгляд, очень неплохие фишечки и так далее и тому подобное. Теперь давайте обратимся к строительным магазинам. В строительных магазинах продаются вот такие крестики. Это разделители для кладки кафельной плитки. Вот
То, что у меня, это разделитель 6 миллиметров. Сам он, если посмотреть на его крылья, составляет 20 миллиметров, и толщина его составляет 2,5 миллиметра. На мой взгляд, тоже достаточно интересные фишки, если их использовать, а также их можно использовать в качестве счетчиков чего-либо. Дальше, опять же, электромагазин. Посмотрите вот на эти детальки. Вот это деталька для крепления хомутов, то есть пластиковых хомутов. То есть здесь клеевая основа, она приклеивается к стенке, просовывается хомутик, и проводок или еще что-то за нее зацепляется. Сама по себе, вот она уже, в принципе, готовая фишка. Как вы видите. То есть слой мы сдираем. Но можно пойти дальше. Вот видите, она у меня. Слой уже сдернут. Диаметр ее основания составляет 20 миллиметров. Высота составляет 5,5 миллиметров. То есть вот видите, я поставил сюда колечко из медной проволоки. И у меня уже получилась какая-то определенная фишечка, которую можно использовать, допустим, в какой-нибудь пиратской игре, как сундучок, или еще где-то. Вот другая конфигурация. Это тоже самое, только колечки здесь поменьше, и видите, они свиты. Как вы видите, неплохие штуки. Теперь мы с вами зайдем в швейные магазины. В швейных магазинах продается очень много пуговичек. Вот видите, у меня какие. Я бы сказал, как драгоценные камушки. Вот эти пуговички можно использовать, как я уже показывал в ролике про игру Синет и ASEP. Их можно использовать в качестве генераторов D2, но их также можно использовать в качестве фишек, причем с переворотом. Можно использовать, опять же, в качестве шашек, ну и так далее и тому подобное. Вот у меня, допустим, диаметр вот этой пуговички 21 миллиметр. Дальше пойдем в детский раздел игрушек. Вот там продается мозаика. Вот как видите, она разных цветов. В наборе их где-то 80 штук. Диаметр ее составляет 13 миллиметров. То есть ее можно также использовать в качестве счетчика, в качестве фишек. Ну и опять же, ее можно использовать не только вот так, а и с переворотом. На этом сегодня все. Спасибо, что посмотрели нас. Подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч на канале DiceD13. До свидания.